На связи Collectors Hub, и у нас сегодня в программе Баба Яга. Почти на каждом этапе работы над этой моделью что-то шло не так. И у меня получилось две метлы, хотя изначально планировалась только одна. И если вы смотрите это видео, значит, я все-таки справилась и смогла довести дело до конца. Ставьте лайк, заваривайте чайный гриб и погнали смотреть. Я начну с подготовки принтера к печати. Перемешиваю смолу в ванной, потому что если она постояла хотя бы пару дней, пигмент начинает отслаиваться. Нужно вернуть однородность, соединить пигмент с полимерной основой. Дальше прогреваю смолу феном. Кстати, дуть прямо сверху не рекомендую. Брызги потом придется оттирать со всех поверхностей, что, собственно, вы можете наблюдать у меня. Поэтому направляю поток воздуха прямо на металлический борт ванны и слегка прикрываю рукой, чтобы так у меня точно ничего не разлетелось. Вы спросите меня, зачем я это делаю? Если температура воздуха в помещении 20 градусов и ниже, смола становится более вязкой, что может привести к плохому вытеканию из полости модели, прилипанию слоев к пленке и недостаточному оттоку смолы в тонких местах. При нагреве я снижаю ее вязкость, чтобы смола лучше растекалась по ванне. Особенно если используешь самодельные замесы. Сейчас у меня как раз такой. АБС плюс стандартная смола от Anycubic. Заливаю его в ванну и все, можно запускать печать. Со спокойной душой. И я отправилась по своим делам. Но. Говно. Знаете ли вы, что такое настоящая боль? Принтер отпечатал примерно 2 часа из 5,5, и у нас выключили свет. Вот так вот выглядит модель, которая не успела допечататься. Ну, соответственно, заново запустить печать я уже не могу, то есть продолжить с того же места, нереально. Данная часть модели, вот это вот дело пойдет в помойку. Придется перепечатывать. Струячим дальше, как говорится. Я перезапустила печать на ночь. И снова отключение. Второй раз. В итоге напечатать получилось только с 3-й попытки рано утром. Как только я проснулась, первым делом побежала проверять, прошла ли печать. Все отпечаталось. На первый взгляд никаких видимых повреждений нету. Залипов тоже вроде бы нету. Но это, конечно, более детально будет видно тогда, когда я промою это все в спиртовой ванне. Потому что сейчас где-то может немного подзастыть смола. Вот, все, сейчас заканчиваю, быстренько закрываю нашу ванну и принтер, чтобы свет не попадал. Вот, отмою, посмотрю, как чего, оторву поддержки и идем дальше. Теперь детали надо промыть. Сначала первая ванная, обычная. Я промываю детали в спирте, чтобы смыть остатки смолы перед засветкой. Ставлю таймер на 10-15 минут. А так как сейчас лето, накрываю ванну темным полотенцем. Если оставить под солнцем, спирт быстро приходит в состояние липкий кошмар, потому что засвечивается прямо в емкости. Дальше вторая ванная с ультразвуком. Я подогреваю спирт до 50-60 градусов, и это реально работает. Поддержки отходят легко, на деталях почти нет кратеров. Экономит время и мои нервы, и это тут вообще-то самое главное. Переходим к снятию поддержек. У меня 2 части базы. Первую я готовила сама, а вторую взяла уже готовую от автора модели. И вот почему. Когда я начала работать с грибами на базе, обратила внимание, что на шапочках нет выхода для смолы. А если в таких местах не сделать специальные отверстия, внутри остается жидкая смола. Со временем она расширяется или засвечивается изнутри, и происходит тот самый большой бум. У меня уже было такое с головой Леона из Resident Evil, и все выглядело нормально, но где-то через полгода она треснула пополам. Поэтому вторую часть базы я решила не мучить, просто взяла подготовленный файл у автора, где уже все продумано. А то, что делала сама, покажу позже, там будет целая история спасения. Пока остальные части модели печатаются, проверю, как стыкуются детали. Все очень хорошо состыковалось. Учла, кстати, предыдущие ошибки, которые мы совершили в нашем проекте по Lady Pool. Но тут все равно придется пройтись смолой, потому что есть, конечно, зазор. Она больше не то чтобы встает неровно, просто ей не хватает какого-то сцепления для того, чтобы швы хорошенько стыковались.
Теперь перехожу к шлифовке. Начну с базы. Тут меня ждет мини-игра «Найди и не снеси мельчайшие детали вместе с поддержками». Они везде, и работать с ними надо максимально аккуратно. После шлифовки базы перехожу к грибам. И вот тут начинается целая спасательная операция. Мне нужно вытащить смолу, которая осталась внутри шляпок. Для этого я беру тонкую алмазную насадку. Она должна быть достаточно узкой, но при этом позволять смоле вытечь. В каждой шляпке делаю по 2 дырочки на вход и на выход. Теперь беру шприц, наполняю его спиртом и начинаю промывать каждый гриб изнутри. Промываю по 2-3 раза, до полной уверенности, что внутри все чисто. После этого перехожу к восстановлению шляпок. Для заделки отверстий я использую, кто бы мог подумать, свой фирменный замес. Смола, смешанная с тальком. Беру небольшое количество смеси и аккуратно помещаю ее в отверстие, желательно, чтобы она немного провисла вниз, создавая опору, и сразу же засвечиваю ультрафиолетом. Как только получилась базовая платформа, начинаю добавлять смесь слой за слоем, пока не заделаю все полностью. Так я восстанавливаю каждую шляпку. Ну а дальше я использую нашу шлифовальную щетку. Выравниваю поверхность, чтобы не было бугров, периодически протирая шляпки спиртовой салфеткой, чтобы видеть, где остались неровности. Теперь возвращаюсь к остальным частям модели. Большую часть обрабатываю классикой, щеткой с наждачкой. Это универсальный инструмент для всего, где есть плоскость. А вот в труднодоступных местах перехожу на обычную наждачку. Щетку туда просто не пролезет. По стыковочным элементам прохожусь маникюрной пилочкой. Она дает хорошую шероховатость, а это удобно, когда позже буду склеивать детали. Но больше всего я не люблю обрабатывать волосы, потому что поддержки там как сорняки. Они отрываются без кратеров, но оставляют маленькие пеньки. Самые тонкие убираю скальпелем, а все остальное аккуратно подкусываю бокорезами. После того, как все обработала, перехожу к склейке базы. В целом стыки приемлемые, но немного можно улучшить. Беру уже знакомый нам замес из смолы и талька, наношу его инструментом для скульптинга и утрамбовываю в шов. Потом, как и с грибами, начинаю наращивать объем, чтобы сделать соединение минимально заметным. На этом подготовительные работы почти завершены, но есть один нюанс. 2 недели работы над моделью Бабы-Яги, и я Интересно? Досмотрите видео до конца, но знайте, эта метла мне еще все нервы истрепет. Но тут я еще пока что этого не понимаю. Итак, я подготовила все детали под грунт, надела каждый элемент на палочку и загрунтовала. Кстати, даже не заметила, как стемнело. Теперь можно переходить к самому интересному – окрашиванию. Кстати, а какой этап больше всего нравится вам? Может быть, это печать или шлифовка? Пишите в комментариях. Если интересно что-то подобное про краски, инструменты или рабочее место, просто дайте знать. Можем сделать отдельное расширенное видео об этом. Когда я грунтовала модель, на базе у меня как раз заканчивался коричневый грунт, поэтому буду сводить цвета к единому, темно-коричневому. Дальше беру светло-бежевый и сухой кистью прохожусь по всем выступающим участкам земли, чтобы сразу задать объем и фактуру. Теперь землянистый цвет от Pacific. Им я покрываю все видимые участки земли, чтобы подчеркнуть текстуру и добавить сложных оттенков. Для камней я беру Vallejo Heavy Charcoal, один из моих любимых цветов. Он универсальный, отлично работает как темная база в одежде, в текстурах и вообще везде. Камни покрываю полностью, а потом сухой кистью по всем выступающим граням пройдусь светло-серой краской, чтобы подчеркнуть рельеф. Теперь буду использовать еще один универсальный оттенок краски Vallejo Wood Grain. Обычно я использую его для текстурирования древесины, но, как вы можете видеть, с землей она тоже отлично работает. Я слегка разбавляю ее водой, 2 капли на замес и наношу на те участки, где нужно выровнять цветовую температуру и объединить оттенки земли и камней.
Чтобы окрасить пучки травы, сначала использую насыщенный темно-зеленый цвет для основы. После высыхания беру Цитадель Контраст и аккуратно добавляю затемнение в углубление, ближе к центру и низу травинок. Потом второй слой, чуть выше от середины ростков. Получается плавный градиент с более ярким зеленым. И финальный штрих добавляю к начальному оттенку немного светлого. Смешаю их и пройдусь тонким слоем по верхушкам ростков, чтобы немного их осветлить. Изначально я хотела сделать микс мухоморов и маслят, поэтому начала окрашивать маленькие шляпки в коричневый с переходом в рыжеватый оттенок. Но потом передумала, потому что захотелось чуть больше контраста. Решила, пусть это будут сыроежки и мухоморы. Тут я не стала наносить белую подложку, так как все-таки общая композиция не должна быть вырви глаз яркой. Поэтому 2-3 слоев красного на коричневый мне будет достаточно. И в самом конце, для того, чтобы максимально сравнять цвет и убрать мазки от кисти, я пройдусь самым ярким красным цветом, который у меня есть, по шляпкам мухоморов из аэрографа. Форма грибов удобная, я просто использую салфетку с дыркой посередине, чтобы не забрызгать все вокруг. И теперь настало время белых точек на шляпках. Изначально я предполагала, что нарисую их белым маркером. Но, как видите, густоты краски в маркере не хватает для того, чтобы с первого раза нанести точки так, как надо. А я, как известно, люблю упрощать себе жизнь. На этот раз идея оказалась удачной, а не как в ролике про Леди Пул. Кто не смотрел, посмотрите, там решения не такие гениальные, как казалось на первый взгляд. Я взяла обычную бамбуковую палочку от шашлыка, обмакнула тупой конец в белую краску и начала ставить точки на шляпке. Для самых маленьких грибов отлично подошел острый конец. Наверное, это и была моя любимая часть в работе над моделью. Быстро, удобно и просто. Теперь перехожу к старым деревьям и пням на базе. Сначала покрываю их коричневым из аэрографа, потом наношу разбавленную Валеха Woodgrain по всей поверхности и просто жду, пока высохнет. После этого беру темно-коричневую краску и аэрографом затемняю все, что нужно. Нижнюю часть обломков дерева, глубокие трещины на пнях и все, где должна быть тень. И обязательно, чтобы отследить прогресс, собираю все вместе. Теперь перехожу к покраске ступы. Сначала наношу базовый цвет, близкий к древесине, а потом прохожусь по всей поверхности сухой кистью, более светлым тоном, чтобы вытянуть текстуру. Металлические кольца я окрашиваю в бронзу. Пока выглядит слишком аккуратно, гладкая бронзовая окантовка больше похожа на кубок, чем на ступу. Но ничего, мы это еще доработаем и обязательно состарим. В тот же бронзовый цвет крашу и ручки. Снизу возле ножки есть какие-то детали. Когда писала сценарий, поняла, что это, наверное, все же канат. Но пока работала, была уверена, что это что-то типа проволоки, поэтому тоже в бронзу. Потому что, а что вы не сделаете? Теперь начинаем грязнить металл. Беру черную смывку и, не жалея, наношу на кольца. Не боимся, если она стечет в углубление, сверху, снизу. Там все должно выглядеть максимально старым, облезлым и неприглядным. После высыхания возвращаемся к древесине и тоже щедро проходимся темной смывкой. Можно даже немного зайти на металл, так только интересней будет. Ну и, наконец, потертости. Беру Валеха Gunmetal и все той же сухой кистью прохожусь по металлическим деталям, где мне захочется. Вот теперь ступа выглядит как надо. Бронза немного стерлась, где-то облупилась. Не забываем про ручки и все, ступа готова. Теперь сама Баба Яга. Начинаю с одежды. Верхнюю часть окрашиваю в серо-синий, аккуратно выравниваю границы между тканями. Штаны будут коричневыми и пока что закладываю основной цвет. Далее беру палевый оттенок и работаю сухой кистью. Если вы вдруг не знаете, что это, объясняю. Техника супер простая. Набираешь краску на кисть и потом почти полностью вытираешь ее об салфетку. Краски должно остаться минимум. И вот этой почти сухой кистью ты проводишь по выступающим частям модели. За счет того, что краска цепляется только за рельеф, мы получаем эффект объема, старения и вообще все выглядит глубже и живее.
Теперь перехожу к торсу. Окрашиваю жилет, а потом поверх базового цвета снова использую сухую кисть, как и на штанах. Это поможет состарить ткань и добавить ей объема. Далее я сразу подготовила основной цвет рубашки. Она, скорее всего, льняная, поэтому я взяла максимально приближенный к такому типу одежды цвет. Но идеально чистая Баба-Яга – это как-то подозрительно. Так что будем ее активно загрязнять и старить. В складки добавляю светло-серый, чтобы создать ощущение глубины и немного запущенности. На рубахе я хочу нарисовать узор. Беру красную краску и аккуратно прохожусь по выступающим частям, а где нужно, дорисовываю что-то от себя. К сожалению, после 3 слоев краски рельеф почти не видно, поэтому узор получается импровизированный. Осталось покрасить бусы. Сначала окрашиваю веревку в цвет, как мне кажется, веревки, а потом по одной вручную каждую бусинку. Для завершения образа не хватает рукавов. Сначала окрашиваю их в тот же цвет, что и рубаху. Потом добавляю темно-серое выглубление, так ткань становится более объемной и визуально замызганной. А дальше узоры. Тут рельеф повыше, чем у нее на груди, и красить будет удобнее. Чистой и аккуратной эта ткань быть не должна, поэтому беру чуть влажную кисть с красной краской и прохожусь по верхушкам. Волосы я сразу окрашиваю в однотонный серый цвет. Лучше я сделаю это заранее, все равно потом, когда буду красить лицо, на волосы обязательно что-нибудь прилетит. Но это не страшно, позже пройдусь точечно и все поправлю. Теперь буду создавать кожу. Я внимательно изучила модель и прикинула, что у Бабы-Яги кожа не может быть однородной. У пожилых людей она всегда сложная, с синевой, пигментными пятнами, теплыми, холодными участками. Поэтому начинаю с фиолетового, он пойдет в базу. Сначала полностью покрываю им все участки кожи, руки, ноги и лицо. Пока технология похожа на то, как я обычно крашу кожу человекоподобных персонажей, но тут все будет строиться на слоях и переходах, суть в деталях. Далее наношу базовый скинтон поверх фиолетовой подложки. Краску замешиваю чуть погуще, чем в первом слое, чтобы она не перекрыла фиолет полностью, а скорее легла полупрозрачно, оставляя оттенок в глубине. В завершении я снижаю давление компрессора примерно в 2 раза и беру темный оттенок кожи. Буду использовать Vallejo Heavy Skin Tone. Легкими пшиками наношу его на каждую деталь частей тела, чтобы добиться эффекта неоднородной пятнистой кожи с пигментацией. Осталось окрасить ногти на ногах и руках. Беру светло-серый оттенок, чтобы задать базу, а потом прохожусь серой проливкой, чтобы они выглядели максимально мерзко. Теперь окрашу участки стыков метлы и повязку на ее руке. Эти места – часть деревянной палки, поэтому аккуратно прохожусь коричневым цветом, чтобы сохранить текстуру. Повязку окрашиваю в белый, а затем добавляю проливку, чтобы она выглядела слегка загрязненной и потертой. Косынку окрашиваю фиолетовой, единственная чистая часть ее лука. Метлу в классический коричневый. И вот эту штуку, честно, я не знаю, как она называется, но пусть будет древнерусская бейсбольная бита. Дорабатываю прекрасную шапочку для палки и канат. Конечно же, добавляю проливку для теней, чтобы детали выглядели глубже и грязнее. Возвращаюсь к голове. Сначала окрашиваю второй ряд бус в те же цвета, что и на торсе. Веревка и бусинки. Затем рисую седые брови и перехожу к рту. Добавляю красный оттенок прямо внутрь, на язык и немного заходя на губы. Использую Vallejo серию Effects Dried Blood. Окрашиваю зубы. Сначала в желтый оттенок, чтобы придать им нужную старушечью потертость. А затем немного темно-красного вдоль линии десен, чтобы добавить реалистичности. Теперь глаза. Сначала проложу черный цвет, чтобы затемнить межресничное пространство и область под веком, а сверху просто белый.
Потому что это не миленькая бабушка, а это уставшая баба-яга, мчащаяся в 5 утра в пятерочку на ступе. Ну и потихоньку начинаю собирать модель с помощью блютага. Это дает возможность примерить все вместе, посмотреть, как элементы сходятся в сборке. И при необходимости что-то подправить, прежде чем склеивать окончательно. А теперь, ребятки, я вклеиваю метлу. Итак, что же у меня произошло? Дело в том, что метла у Бабы-Яги состоит из 3 частей. Это вот эта палка, которая вставляется наверх в крепление руки Бабы-Яги. Это сама метла, которая состоит на конце из множества маленьких прутиков. И я, что логично, подумала о том, что надо напечатать саму метлу с прутьями не полой. Внутри сейчас вся эта модель состоит из смолы. Смотрим на весы. 85 граммов. Много. Я постаралась вставить ее в паз, то есть перед подготовкой модели, конечно же, я все тщательно проверила, чтобы все входило, чтобы все держалось, все на самом деле было более-менее хорошо. Но у меня была небольшая надежда на то, что ее нога, бедро будет придерживать тяжелый вес этой метлы. И этого не произошло. Но в целом это, наверное, честный рассказ и честный показатель того, что не всегда те модели, которые мы видим на рендерах от авторов, которые их изготавливают, на деле при печати и сборке получаются такими же красивыми, красочными и круто соединяющимися, как это выглядит просто на картинке. Ничего страшного, хотя не себе. Что у нас получается? Я взяла подготовленную модель из пака автора, и у меня получается по весу 50 граммов. Но есть нюанс, что 50 граммов это все равно не 10, и не 15, и даже не 20 граммов. Модель изначально спроектирована неудачно, потому что когда у тебя палка по длине выше, чем сама модель, скажите мне, пожалуйста, как и каким образом я должна это все состыковать и склеить так, чтобы это было качественно сделано. Даже учитывая вот эту подготовленную модель, мне не нравится то, как она устанавливается и то, насколько надежно она будет прикреплена к ее руке. Метла, конечно, получилась тяжеленной, вы это уже слышали в лайве, но все-таки я ее вклеила. Да, это не та работа, которую я бы рискнула спокойно отправить в другой город посылкой. Кстати, о пересылках в другие города. Большинство из наших зрителей, скорее всего, не знают, что мы на протяжении 3 лет изготавливаем фигурки на заказ. И в связи с запуском нашего YouTube-канала фигурки, которые мы производим в рамках контента, можно приобрести со скидкой 50% от их базовой стоимости. И, конечно же, мы позаботились об упаковке специально для наших подписчиков. Более подробную информацию вы можете найти в описании к видео или по QR-коду на экране. Отдельное спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. А теперь переходим к финальным кадрам.